Хватит валяться на диване, давайте работать. Сегодня сделаем простую, но очень стильную, интересную лого-анимацию. Это будет урок для начинающих, максимально простой. Выполняется все в программе After Effects. И, что самое интересное, проект этот сделан на бирже Fiverr. Стоимость проекта $295. Скорость, да, нужно сделать быстро. Открываем After Effects. Парам-пам. 2 раза щелкаем в окно Project. И сразу экспортируем те файлы, те материалы, которые прислал клиент. Просматриваем их. Это бэкграунд. Вот так он выглядит. Само лого. Верблюд в рамке. И текст. Дальше переходим в описание. И читаем, что конкретно от нас хочет клиент. Мне нужна 10-15 секундная анимация верблюда, идущего по пустыне, которая затем переходит в лого верблюда с надписью такой-то. Я приложил раскадровку. Давайте сразу ее посмотрим. Есть вот такая раскадровка. Ага, по ней уже в принципе понятно. То есть у нас какая-то темнота идет, потом встает солнышко, немножечко меняются цвета у верблюда, меняются цвета в заднем фоне, появляется рамка, да, и потом появляется надпись под верблюдом. Необходимо предоставить готовый видеоформат, видеофайл в формате 4К, а также исходный файл проекта. Данная анимация состоит из следующих этапов. Восход солнца над пустыней, потом по мере восхода солнца пейзаж становится все ярче, ярче и ярче. В этот момент верблюд должен перестать идти и превратиться в иллюстрацию. Светло-желтый фон меняется на ярко-желтый. Линии вокруг верблюда должны появиться, и лого, и появляется текст. В принципе, все по раскадровке понятно. Здесь еще клиент продублировал это текстом. Супер. Давайте создадим композицию. Композиция должна быть 4К, поэтому 1920 на 1080 это стандарт Full HD. А 4К это в 2 раза больше. Я здесь нажму галочку, чтобы пропорции и там менялись одинаково. Умножу на 2, то есть в 2 раза больше. Пропорции поменялись здесь и здесь одинаково. Дальше поставим стандарт для Америки 2997. И клиент сказал минимум 10 секунд, максимум 15 секунд. Вставляем 15 секунд. Создали композицию. В эту композицию первым делом перекинем небольшой порядочек. Закинем все материалы в папочку материалы. Порядок важен. Старайтесь всегда ввести порядок в проекте. Перекидываем бэкграунд. Нам нужен этот бэкграунд, разбитый на слои. Это можно сделать в программе Adobe Illustrator в отдельной, либо с помощью сторонних скриптов, либо внутри самой программы After Effects. Давайте так и будем делать в самой программе After Effects. Зачем нам еще куда-то лезть? Правой кнопкой мыши открываем «Создать shape из вектора». Все, получается, создался новый слой shape, а сам файлик можно удалить. Кстати, его можно удалить даже с панели Project. Отлично. Теперь этот shape, если мы зайдем вниз, увидим, что состоит из большого количества групп. Пощелкаем их. Видим, ага, это сам песок, то есть нижняя часть. Потом солнышко и сам бэкграунд. Окей. Давайте разобьем это все дело на 3 части. 1, 2, 3. Разбиваем вручную. Самая нижняя часть это у нас будет бэкграунд, поэтому все удаляем, кроме нижней группы 8. Получается у нас отдельный слой. Группой 8 это бэкграунд. Кстати, так его назовем. Бэкграунд. Дальше здесь делаем все то же самое, только для солнышка. Удаляем верхнее. Все, кроме группы 7. Таким образом у нас будет солнышко на отдельном слое. И последняя группа. Здесь я предлагаю удалить 8, 7. Оставить, соответственно, только эти вот дюны. Да, песок, дюны. Отлично. А дальше это все нужно, наверное, отмасштабировать. Да, и желательно загнать якорную точку посередине. Давайте это сделаем. Ctrl-Alt-Home.
чтобы якорные точки везде были посередине. Тоже желательно сделать, после чего все элементы примагнитить к бэкграунду. Делаем это с помощью улиточки. И тогда, масштабируя бэкграунд, мы будем пропорционально правильно масштабировать все остальные слои. Так, 271%. Отлично. Наверное, нужно это еще чуть-чуть выше поднять, чтобы солнышко было в середине кадра. Да, вот таким вот образом. Поднимаю я с помощью стрелочек на клавиатуре. После этого можно отвязать улиточку, можно оставить, без разницы. Ну, я отвяжу. Назовем второй слой как солнце, чтобы мы не путались, где тут что. Так, а это у нас дюны или песок. Пускай будет песок. Теперь солнце я предлагаю анимировать по позиции. Нажимаю P на клавиатуре, чтобы открыть параметр позиции. Щелкаем на часики и переходим, ну, допустим, на 5-ю секунду. Давайте где-то секунду на 7-ю. И солнышко просто поднимаем зажатым шифтом, чтобы оно влево-вправо не уходило. Поднимаем его вверх, вверх, вверх. Вот сюда, вот за пределы нашей рабочей области. Таким образом у нас получилась анимация солнышка, как будто оно встает. Дальше я предлагаю покрасить все в нужные цвета, как на раскадровке. Для этого можно экспортировать саму раскадровку, она в PDF формате, прямо в программу After Effects. Это либо 2 раза щелкаем на пустое окно Project, либо файл, и здесь вот экспорт. Делаем экспорт, ой, прошу прощения, импорт файл. Далее перекидываем это сюда в композицию, и таким образом эта раскадровка будет всегда перед нашими глазами. Можем ее чуть-чуть отмасштабировать зажатым шифтом, чтобы пропорции не менялись. Окей, и предлагаю сразу покрасить все в те цвета, которые прислал клиент. Первым делом давайте перекрасим бэкграунд, кинем на него заливку, называется Anafill, находим в панели Effect and Presets. Fill в начале у нас, ну пускай будет, да, черный, допустим так. Примерно на 2 секунде он превратится, бэкграунд, вот в этот цвет. Это на 2 секунде. Так, прошу прощения, вот. Да, давайте заново. На 0 секунде он вот такой вот. Важно зафиксировать color ключиком. Давайте зафиксируем его. Можно нажать U на клавиатуре, чтобы видеть этот ключик. Вот мы его создали. Переходим на 2 секунду и говорим, что теперь ты будешь у нас вот такого цвета. Соответственно, у нас анимация уже появляется. Допустим, на 4 секунде у нас будет такой 3 цвет. На 6 секунде у нас будет, в принципе, он, по-моему, такой же. На 8 секунде я стал, если я вижу, что чуть-чуть промазал секундой, я page up, page down. Если вы видите у меня на экране над головой, page up это это клавиша page up, а page down, мне программа почему-то называет next. На самом деле это page down, чтобы вы понимали, да? На клавиатуре это такие клавиши. Так, переходим на 8 секунду. И что мы делаем? Да, фиксируем следующий цвет. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Я запутался. 1, 2, 3, 4. Вот пятый вот такой вот. На 10 секунде у нас будет вот такой вот цвет. И на 12 секунде у нас будет вот такой цвет. Таким вот образом у нас меняется цвет неба. А теперь то же самое нужно сделать. Для песок. Предлагаю просто зайти в наши группы. Помним, что песок разбит на эти группы. Здесь найти параметр Fill. У каждой группы есть своя заливка внутренняя. И зафиксировать ее. Давайте зафиксируем на 4 секунде. Те значения, которые есть. То есть 4 секунда это у нас вот это вот место. Тогда, когда солнышко чуть-чуть взошло. И уже есть цвета. Фиксируем color здесь. В группе 2 фиксируем color тут. В группе 3 и так далее.
Зафиксировали везде. Теперь мы можем нажать U на клавиатуре. Откроются все эти ключики, которые мы посоздавали. Теперь переходим назад на 2 секунду. То есть мы были на 4, сейчас переходим на 2 секунду. И говорим, что красный цвет, то есть вот этот цвет, который был внизу, он превращается в темно-синий. Угу. Дальше, чуть-чуть светлее красный превращается в тот же самый темно-синий. Потом вот этот уже более оранжевый превращается просто в синий. Да, еще раз просто в синий. И потом синий-серый, ну какой-то такой вот. О, перекрасили. Да, то есть у нас цветов стало меньше. Здесь их больше. Угу. Переходим теперь на 6 секунду. И красим. Теперь красный цвет у нас превратился в такой оранжевый. Еще раз в оранжевый. Потом более светло-оранжевый. Еще более светло-оранжевый. Потом вот такой. Прям пипеточкой можно взять эту информацию. И вот такой. Что-то подобное сделали. Потом на 8 секунде. На 8 секунде я вижу, что у нас, по сути, 2 цвета остается. Это вот такой. Можно постоянно пипеткой взять информацию здесь, а можно вот продублировать ее. То есть 1, 2, 3. Одинаковый цвет. То же самое тут. Раз взяли пипеткой, 2, 3. То есть оставили всего лишь 2 цвета. И на 10 секунде у нас все превращается в один монотонный вот светло-желтый цвет. Отлично. А в начале у нас все должно превратиться в черный. Давайте просто загоним параметр цвета в самый-самый нижний угол. Превращается это все в черный цвет. И вот таким вот образом мы покрасили. Легко, просто, быстро. Ключей хоть и много, но на самом деле все тут очень-очень даже простенько. Так, вижу, что у нас background почему-то последний ключик должен превратиться... это не background, сейчас прошу прощения, это... Ага, вот здесь вот последний ключик должен превратиться в ярко-оранжевый. Тоже этот момент не забываем. Последний этап. Все. Дальше нам нужен верблюд, который будет идти по пустыне. Находясь в центре, он будет идти по пустыне. Для этого мы переходим в браузер наш. Идем на YouTube. И здесь, ну вот я уже искал, желательно искать по-английски. Верблюд ходит green screen. И таким образом мы, пролистывая разные варианты зеленок, то есть наши анимации уже готовые, ищем то, что нам плюс-минус подойдет. Вот этот вариант меня устраивает. То есть для этой работы очень легко и просто и быстро можно найти зеленку, которую мы будем использовать. Открываем ее. Если видео длинное на зеленке, то я могу записать с помощью бандикама, снять экран, то есть запись экрана. Либо в данном случае сделать еще проще. Это удалить там все значения перед YouTube. И здесь добавить 2 буковки S. Благодаря этому мы перескакиваем на сторонний сайт, который нам поможет скачать это все дело в 720p, либо даже, по-моему, да, в Full HD. Единственное, Full HD будет без звука, но звук нам тут и не нужен. Нажимаем на эту кнопочку и скачиваем зеленку. Вот она открывается в отдельном окне и еще раз завантажит. Возвращаемся в программу, 2 раза кликаем, переходим на рабочий стол. Вот у меня на рабочем столе скачиваются файлики в данном случае. Перекидываем его сюда. О, как отлично он нам тут подходит. Нужно теперь избавиться от зеленого фона. Делаем это с помощью инструмента, который называется K-Light 1.2. Накидываем его на наш футаж. Здесь в Effect Controls берем инструмент пипетка
И выбираем тот самый фон зеленый, который нам нужно удалить. Одним кликом удаляем. Супер. Потом нам нужен не сам верблюд, а только силуэт. Поэтому заливаем его с помощью заливки Fill. Ну, не в черный, не в красный цвет, а в... Хотя давайте пока что пускай он будет у нас временно красным. Вот такой вот у нас получился красный верблюд. Сразу же я хочу storyboard пока что скрыть. И где-то здесь сделать переход на наше лого. Давайте где-то на 11 секунде пускай он будет переходить. Хотя мне не нравится, что 11 секунд сильно много. Давайте откроем все вот эти вот ключи, которые мы посоздавали. И чуть-чуть их сократим. Вот мне кажется, все сильно медленно здесь двигается. Хочется чуть-чуть быстрее. Клиент просил, чтобы 10-15 секунд было. Но я вижу, что мы можем в 15 не уложиться. Поэтому я хочу все расстояние между ключами чуть-чуть сократить. Чтобы каждый ключ не двигать отдельно, я выбираю все ключи вот таким вот способом. Зажимаю Alt на клавиатуре. Хватаю их. И вот таким вот образом, видите, они как гармошка у меня собираются. Отлично. Так, единственное, солнышко, наверное, пускай будет подольше. Это ключ, который регулирует солнышко. Пускай на 8 секунде оно будет уходить. Да, примерно вот так. Соответственно, где-то вот здесь, ну, плюс-минус на 9, давайте на 9 секунде, у нас будет переход верблюда анимированного на верблюда, который классический наш, который прислал клиент. Он находится у нас в лого. Кидаем его сюда. Вот так вот он выглядит. Нажмем ему соло. Дальше разобьем его тоже на шейпы. Создадим из него shape. Само лого удалим. Теперь можно его удалить даже с панели Project. Дальше раскроем его. Посмотрим, что он состоит у нас таким же образом из группы. Самая верхняя группа — это сам верблюд. А все, что ниже, это наша рамка. Окей. Поэтому давайте мы сделаем дубликат. Самый нижний назовем как правильно, camel, да? Camel, верблюд. А нижняя пускай у нас будет рамка. По-моему, так. Называть как угодно, главное, чтобы вы хорошо ориентировались в этих названиях. Соответственно, здесь мы удаляем все, кроме верхней группы. А здесь мы удаляем только лишь верхнюю группу. Таким образом у нас фрейм будет. Давайте его вниз поставлю. А над фреймом будет сам верблюд. Теперь этот сам верблюд я хочу примагнитить с помощью улитки. И сам фрейм отмасштабировать. Ctrl-Alt-Home, чтобы якорная точка посередине упала. Ctrl-Home, чтобы он был где-то примерно плюс-минус в центре. Давайте его 2 раза увеличим. Качество не теряется, потому что у шейпа всегда активна шестереночка. Мы можем масштабировать вот до бесконечности. Качество не потеряется. Это хорошо. Примерно таких размеров, да. Даже еще. Ну, давайте 250. Примерно ориентируемся на размер того верблюда и нашего верблюда. Окей, дальше. Важно сейчас позиционировать именно вот этого. Он где-то у нас здесь будет в середине. А вот этот должен плюс-минус. Да. Таким образом. Чуть-чуть я его влево сделаю. Совпадать. Соответственно, где-то на 9 секунде у нас перед 9 секундой на, допустим, на 8 секунде начинает появляться фрейм. Подрежем его. Нажмем Т на клавиатуре. Прозрачность уведем на 0%. Зафиксируем с помощью ключиков. Передвинемся на 1, 2, 3. На 3 кадра вперед. И из прозрачности вот так вот у нас появляется рамка.
И сразу же после того, как она появилась, я хочу, чтобы пропал в данном случае красный верблюд и появился черный. Для этого в первую очередь мне нужно всех этих верблюдов примагнитить к рамке. И по скейлу эту рамку уменьшить в размере. Это важный момент. Давайте скейл зафиксировали на 250. Переходим на раз, два, ну тоже на 3 кадра. То есть на 30 кадров вперед. Я зажимаю Shift и щелкаю Page Down. Зажатым Shift и Page Down он сразу щелкается на 10 кадров вперед. Раз, два, три, это 30 кадров. Это целая секунда. Давайте уменьшим его на значение где-то 150. А теперь важный момент. Нажимаем F9 на клавиатуре. И график скорости, после того, как мы выбрали все ключи, нажали F9, график скорости выглядит вот таким вот образом, как парабола. Но нам нужно, чтобы эта парабола была более острая. Поэтому мы тянем за вот эти вот направляющие и создаем такую более острую параболу. Теперь в вершине находим пик нашей параболы, то есть это пик скорости, он масштабируется, и здесь самый максимальный пик. В пик этой скорости у нас должна произойти незаметная склейка. У нас красный верблюд в данном случае исчезает. Я подрезаю Alt и квадратная скобка. А черный верблюд на следующем кадре Alt, квадратная скобка, появляется. То есть этот исчезает, этот появляется. И благодаря этому, то есть движению дополнительному, и то, что на пике происходит склейка, она выглядит довольно-таки приятно. Все, это то, что нам нужно. Напоминаю, что Fiverr и Upwork и все зарубежные биржи закрыты сейчас для России и Беларуси. Это отличная возможность для нас, для тех, кто находится не в этих странах, заскакивать сюда, потому что освободилось большое количество мест для фрилансеров. По этой причине я хочу вам прорекламировать свой курс. Если вы хотите стать таким же моушн-дизайнером, как я, приходите ко мне на курсы. Курсы стартуют с запусками. Не в любой момент их можно купить, нужно дождаться запуска. Конкретно следующий запуск будет 8 декабря. Нужно будет прийти на онлайн-вебинар, а оттуда уже на мой курс. На курсе мы изучаем After Effects, Motion Design, и все это на примере реальных проектов с биржи Fiverr. Переходите по ссылке, которая внизу под видео. Буду вас ждать. Да, мне нравится. Еще текст. Я вспомнил, что нужно добавить текст, поэтому кинем его сюда. Спустим его вниз. Да, примерно такого размера, я думаю, мы его и оставим. Подрежем. То есть можно подрезать либо вручную таким образом, либо Alt и квадратная скобка. И просто по прозрачности он у нас появляется. От 0% до 100%. Супер. Единственное, что если мы включим дополнительные линии, увидим, что лого вместе с текстом сейчас уже находится не совсем по центру. Поэтому нужно еще добавить, когда вот это есть дополнительное движение, добавить параметр позиции. Shift и P на клавиатуру, чтобы его добавить. И здесь чуть-чуть раз, два, три. Пустим наверх. Естественно, это тоже раз, два, три. Чтобы это все было наверху. А теперь видим, что у нас одни ключи, помним, такие вот приятные, а другие классические. Нужно их сбить теперь и заново настроить. Забиваем Ctrl, выделяем сразу два ключа. Видим, что у нас теперь две параболы. И вот на вот этой склейке создаем вершину. Создаем пик скорости. Да, примерно таким вот образом. Оп. И текст появился. Обязательно сохраняемся. Желательно это делать в начале пути. Но когда вспомнили, тоже сохраняемся. Так, сохранились. И все, что теперь осталось, это просто покрасить нашего верблюда. Точно так же, как мы красили остальные вещи в этом проекте. Берем верблюда. У нас уже накинут фил.
Давайте в самом начале верблюд у нас просто черный. Окей. Фиксируем fill. То есть color зафиксировали. Нажали U на клавиатуре. Переходим на... Уже не на вторую секунду. Тут уже важный момент. Давайте откроем background, чтобы ориентироваться на те вот ключи, которые уже не на второй секунде, а на секунда-17 кадров. Окей. Берем fill и меняем. Только вот здесь вот. Выбираем именно слой, на котором будем менять. Меняем на... Чуть приблизиться надо. На вот этот цвет. Окей. Дальше переходим на следующий. Да, ориентируясь по тем ключам, которые находятся внизу, примагничивая с помощью зажатого шифта, мы меняем цвета у верблюда на оранжевый, потом на такой более коричневый, на более темный и практически на черный. Последний цвет. Еще раз мы его поменяем. Черный на черный. Все. Теперь можно отключить значение solo. Storyboard можно скрыть, можно удалить. Обязательно сохраниться. И посмотреть на наш результат. Все, работа готова. Смотрится просто, но очень стильно. И самое главное, эта работа понравилась клиенту. Давайте посмотрим, что он ответил. Работа была фастовая, стоила $295. А клиент, да, он оставил безумно приятный отзыв. И все пятерочки. Я надеюсь, вам был этот урок полезен. Надеюсь, вам он понравился. Жду от вас лайки, подписки, колокольчики, комментарии внизу. Ваши результаты. Может быть, вы сделали как-то по-другому. Присылайте мне в Instagram. Мирного неба и тихой ночи. Всем парам-пам. И не забываем донатить. В данном случае за этот проект все деньги я перевел в ЗСУ.